Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня я начинаю свой новый влог и хочу показать вам свои готовые результаты за выходной день и за понедельник и показать процессы. Сегодня у нас уже вторник. Я в понедельник ничего не снимала, я вязала, занималась пряжей. Я закупилась пряжей плюшевой и полухлопка. Обязательно вам все покажу и расскажу, какие оттеночки. Ну, здесь небольшой кусочек уже лежит. Из этих оттенков я уже начала вязать. И, конечно же, вам сейчас все расскажу и покажу. Я хочу начать с продолжения прошлого влога. Я продолжаю вязать заказ. У меня уже было связано 3 уточки, я вам показывала. К заказу мне нужно связать таких 4. Это платный мастер-класс. Все ссылочки на мастер-классы платные и бесплатные будут внизу под видео. Также я связала уже 4-ю. Я как раз таки получила тонкий плюш и уже связала 4-ю уточку. Осталось только пришить некоторые детальки. Вот. И также я продолжаю вязать маленьких собачек. У меня связано уже в наличии их 4 штучки. Розовенькая, голубенькая, зелененькая. Зелененький костюмчик я еще в таком оттенке не вязала. Еще одна девочка розовая и связала котика розовенького. В общем, таких вот 5 маленьких зверят у меня готово. Напоминаю, что мне нужно связать таких 12 штучек. Еще мне вязать и не перевязать их. Вот. Так, здесь я немножко отложу их в сторонку. Это я, в общем, получается, за выходной день я связала одну уточку фиолетовую и котика и 2 собачки, по-моему. Я, честно говоря, уже не помню. Вроде как смотрела, чем закончился мой вязовлог, но уже забыла. Вот, и по поводу пряжи. Я взяла для себя, для пробы, это Воланс тонкий и Воланс толстый. Из тонкого Воланса я уже начала вязать. Протестировать, какая пряжа тонкая лучше, от Ярнард или от Воланса. Ну, от Ярнард мне понравилась пряжа, я вязала из нее первой, это был мой первый опыт из тонкой пряжи. Из Воланса мне тоже понравилось вязать, но эта пряжа немного толще и немного идет плотнее вязание, такое немножко тугое, так сказать, не то что плотнее, а тугое. Но мне тоже очень понравилось, и игрушка из него будет немножко крупнее, чем из Ярнарда. Вот. Этот рост уточки у меня 14 сантиметров без капюшона была, ну плюс капюшон и плюс ушки. Вот. И посмотрим, какая уточка получится у меня из этого оттенка и из этой пряжи. Какая уточка будет, вы сможете увидеть в конце видео. Оставлю немножечко загадки для вас, кого я вяжу. Вот, положим в сторону. Дальше к этому заказу мне пришло дополнение к заказу связать 10 котиков, 10 котиков-колобков. Изначально просили связать радужных котиков, но у меня, к сожалению, нету той палитры, которая охватывает всю радугу. Но пока мы остановились на определенных оттенках. Это розовый, горчичный, голубой, фиолетовый и такой тыквенный, оранжевый. С каждого оттенка нужно связать 2 котика. 2 оранжевых котика я уже связала. Буду продолжать вязать. Вот это вот все Воланс идет толстым, а голубенькую пряжу я взяла на пробу. Так, если я решила вязать из плюшевой пряжи, то буду потихонечку тестировать все плюшевые марки и выбирать для себя фавориты. Но пока для меня я сравнила Емалай Dolce Baby сравнила и Воланс. Пока для меня лучше идет Воланс, чем вот эта пряжа. Она для меня распускается, что не могу сказать про Ярнард особенно. Это вообще отдельная история. Если ты связала, то все, забудь про распускание. И здесь очень хорошо, по крайней мере, с толстой пряжей распускание идет очень легко. И это прям кайф для меня, потому что иногда либо ты петлю пропустишь, тебе нужно
либо ты забыла что-то ввязать, например, ушки, то тебе проще распустить и провязать заново. С некоторой пряжи это не дано сделать. Вот, и давайте я вам покажу котиков, сколько я уже связала и какие они у меня получились. На данный момент у меня пока только 3 котика, в таких вот оттенках. Вот такие расцветки мне больше нравятся, когда, например, вяжут один оттенок закончился пряжи, начали другой, в общем, из остатков. В общем, когда вяжут из остатков, мне не очень нравится. В общем, может быть, я просто сама не пробовала вязать, поэтому так и говорю. Но пока вот такие вот оттенки, когда осознанные оттенки идут, 2 рыжих, ну, типа полоска рыжего, полоска белого, то мне нравится. И мордочки вот таких вот котиков. Глазки здесь размер 10. Ну, это несерьезно. Как только начинаешь снимать, наверное, все это замечали. Либо что-то на улице происходит, либо у тебя что-то дома. Вот так вот они у меня оформлены. Глазки утонули. Такие щечки пухленькие получаются. Прикольно смотрятся. И вот третий. Вот. В общем, на сегодня у меня все процессы я вам показала, и готовая работа тоже. Пойду дальше вязать и подключусь уже завтра. Покажу, что я успела связать. Сейчас у нас вечер. Я хочу продолжить повязать котиков, чтобы они как бы не особо долго вяжутся, и быстренько их оформить, и потом заняться уже собачками. Я как раз таки немножко отдохну от этих собачек, от мелких деталек. Немножко отдохну с плюшевой пряжей. В общем, все. До следующего подключения. Здесь лежит в основном толстый плюш, тонкий плюш и Yarn Jeans, полухлопок. А я более подробно сниму, наверное, и покажу в конце видео, покажу какие оттенки, покажу какие цвета. И вот эти вот наборы, эти наборы идут в одной упаковке. Не поштучно я заказывала, а они идут в наборах. Здесь 4 оттенка. В общем, покажу все подробнее. И еще я заказала оттенки толстой пряжи. Надеюсь, они придут на этой неделе, чтобы все совместить в кучу. Вот, так что пополняю запасы плюшевой пряжи. Но от Yarn Jeans я никогда не откажусь. Вот. Всем привет! Сегодня у нас уже новое подключение, новый день. И хочу начать сразу с игрушки. У меня забирают игрушку из наличия, такого вот маленького жирафика. На такого жирафика также есть мастер-класс описания. Оставлю ссылочку. Рост игрушки примерно 13 сантиметров, без учета рожек. Полностью связан из полухлопка. Глазки номер 6. Вот. Я ему уже прицепила бирочку Handmade. Зацепила ее на джутовую веревочку. И подготовила уже коробочку. Поедет эта посылочка в Ростов. Жирафик, точнее, отправится у нас путешествовать в Ростов. Выбрали пока только одного. И хочу сразу упаковать и, так сказать, маленький такой отчет, какие игрушки у меня покупают. Вот. К нему же я подготовила открытку. Сделана с любовью. И также на обратную сторону я приклеила свои данные. Недавно коробочки, кстати, вот эти вот купила. Они очень, кстати, сейчас ко мне подошли, потому что уже второй раз я упаковываю их. Первая была держатель Левушка. Очень хорошо зашел также по этой же схемке, игрушки по одной схеме. И вот теперь жирафик мой отправляется путешествовать в коробочках. Заказывала я на Валбересе их. Сейчас их нет в наличии, я бы еще заказала. Надо теперь ждать и мониторить, когда они опять появятся. Очень хорошие, вместительные. Небольшие, и небольшой вес у них, и очень хорошо подходят. Так, вроде... Конечно, клеить и упаковывать это не мое. И открыточка сверху. Вот так вот жирафик у меня отправляется. Я уже оформила. Осталось мне только донести до почты и все. И отдать в руки.
Здесь еще завязывать ничего не буду, потому что коробочка так и поедет. Здесь на почте обклеют скотчем ее, и все. Вот это первая новость на сегодняшний день. Потом, вчера я занималась практическими одними котами, как отсняла видео, и я связала 4 штуки, то есть в наличии у меня сейчас 6 штучек. Ну, у меня дети выбрали себе 2 котенка, каждому по котенку, рыженького и коричневого. Ну как выбрали, они хотели, одна хотела розового, но я отдаю этого котенка, потому что я почему-то решила сдвинуть петли на ушах, а на лапках забыла, и получается он у меня косой, поэтому он остается дома. Вот, а этого кота я вязала уже поздним вечером, получается надо было ряд просто белым провязать, чтобы ушки были посерединке, белые полосочки, а я начала их сразу. Поэтому мне не нравится такой результат, и он тоже остается у нас дома. Поэтому у детей есть теперь по котику. Теперь давайте я покажу, каких я связала. Так, по-моему, вот это вот второй. Нет, точнее, это он был первым из них связанный, я вам его показывала. Вот это тоже был связанный, оранжевый, тыковка. И связала я розовенького, зефирного розового котенка. Блин, фокус не хочет ловить. Он такой светленький, он теряется в кадре. А вот такой нежно-розовый, такой прям такой бублгум. Жвачка раньше была такая нежно-розовенькая. Вот прям вот такой вот вид. И такого же оттенка, такого же котика, только связала в голубеньком оттенке тоже. Нежно-красивый, светленький оттенок. Мне очень нравятся светлые оттенки. Нежные тона, такие пастельные, очень красивые и нежно смотрятся. Вот. В общем, эти 4 котика пойдут в заказ, эти остаются дома. И сегодня я начала уже вязать. Сегодня я поставила себе план связать 2 собачки. Пока я только оформила 2 мордочки, сделала уже бровки, ну, в общем, здесь все пришила и связала к ним ушки. Вот. Осталось их пришить и начинать уже вязать туловище. Я надеюсь, что я сегодня успею связать. И если успею, например, до 9 часов вечера, то еще свяжу одного котика перед сном. Они вяжутся быстро. Вот. Так что главное свои планы выполнять, и все будет замечательно. Так что вот на сегодня у меня все. Такие вот процессы, и встретимся с вами уже завтра. У меня такое позднее подключение. Сейчас уже 12 часов ночи. Пришел заказ на зайчиков. И завтра утром их рано заберут. Поэтому решила отснять кусочек. То есть они уезжают сразу в одни руки. Это будет доставка по Краснодару. Этих зайчиков я вязала по своей схемке. Игрушки по одной схеме. И получается, это пряжа Картопо Амигуруми и крючок 2,25, поэтому игрушка получилась такая более крупная. Здесь я увеличила ножки и ручки. Вот. Этого я вязала из Газал джинс. А этот самый маленький получился нежно-розовый из Ярнер джинс. А также везде крючок 2,25. Так что если вдруг какие-то есть вопросы, пишите. Хотя я во влогах говорила и пост делала. Говорила, сколько рядов я удлинила на ручках и на ножках. Ну, если вдруг кому-то интересно, или кто-то не видел, или не прочитал, напишите, я вам отвечу. Честно говоря, я сейчас уже не помню, то ли 30 рядов, то ли 29, ну там один ряд не обязательно, и, по-моему, 21 ряд ручки. Вот.
Сейчас буду упаковывать и все. Всем привет еще раз. Сегодня суббота, новые подключения. Последние 2 дня я не снимала. Я старалась больше вязать и меньше времени уделять съемке, потому что пока здесь уложишься, пока все уберешь со стола, потом все соберешь все обратно, очень много уходит времени. И решила, что 2 дня я пропущу. Я хочу показать процессы по собачкам. Так, у меня здесь в основном, 2 собачки почти связаны, остались оформить им ножки и лапки. Мальчику я уже пришила ножки и лапки, здесь у меня остался хвостик пришить и сделать белки для глазок. Но это я буду заниматься в последнее время, в последний момент точнее. И здесь у меня связано 2 лапки, собачка, мордочка для кошечки связана и для собачки. То есть такие вот у меня продвижения. И по готовым результатам я довязала всех 10 котиков. Какие-то вы уже видели, какие-то нет. Но здесь, в принципе, они все одинаковые, только по расцветкам. 2 оттенка таких и 2 оттенка таких. Но, в общем, связаны все 10 котиков. Вот. Такие-то они у меня получились. И яркие, и в то же время такие бледненькие, классненькие. Такие мне очень не нравятся. Это первая партия котиков, которые я вязала. Я как-то скептически к ним относилась, но смотрю, все вяжут, и пришел такой заказ интересный, и решила, что пора тоже начинать. А то потихонечку тоже вроде как заказывают из плюша, а я отказываюсь, потому что я как бы плюш не закупаю, и у меня вообще его не было до последнего момента, а тут потихоньку начала закупаться и все-таки решила, раз заказы идут на плюш, то почему бы и нет, чтобы не пропускать денежку, заработать, и все-таки приходится потихонечку начинать уже вязать с этой пряжи. Вот, 10 котиков у меня связаны. Такая целая банда орава получилась. Вот. И осталось мне довязать собачек, и все, заказ будет готов. Я надеюсь, я успею, потому что заказ, я сказала, что довяжу до вторника. Ну, то есть вторник довяжу и вечером, наверное, отправлю. Так что время у меня есть. А вязовлог я хочу закончить этим днем. И часть заказа я уже покажу в следующем вязовлоге, чтобы видео у меня уже в воскресенье было на канале. Вот, сейчас я это уберу и наконец-то покажу, какую пряжу я заказала, с какой пряжи я вязала. Ну, в принципе, я вначале там кусочки вам показывала. Это в основном Воланс Baby, толстый плюш. Так что давайте я вам сейчас покажу и все расскажу. Я не буду убирать с пакетика. Вывалила. Вот, сейчас немножко подвину, потому что пряжа толстая и занимает большое количество места. Так, это здесь один моток фирма Бомбон от фирмы Нака. Название Бомбон от фирмы Нака. Взяла заодно протестировать, и как раз таки мне нужен был оттенок фиолетовый для палитры радуги. Оранжевую вы уже видели, и вот здесь вот такой темно-розовый. Я вязала из бледно-розового котиков, а тут пришел заказ, взяла немножко на тон больше. Вот, и здесь у меня оттенки. Так. Здесь я в основном собирала палитру, чтобы были оттенки радуги и так для ассортимента. А красненький, это желтенький, не такой сильно яркий был, как на фото. Думаю, он будет немножко поярче, но ничего, тоже свяжется. Серенький, салатовый, 2 оттенка синих, черный и для мишек, хотела сказать, и коричневых 2 оттенка. Вот, это толстая пряжа, в которых я заказывала по моточку. Так, сейчас дальше уберу. Так, здесь у меня Воланс. Эти я заказывала на Валберес по упаковке. То есть вот, одна упаковка это Лавита.
И один моток я заказывала у себя в магазине за 250 рублей. У меня вышло Гималай тоже для котиков. То есть это оттенки котиков у меня получаются. Они все по упаковке, кроме этого. То есть решила закупиться, так закупиться. Так, дальше. Так, у меня камера. А дальше будет у меня тонкий плюш. Я постараюсь просто показать вам оттенки и вставить музыку на фоне, чтобы не было слышно пакетов, потому что я буду просто показывать вам оттенки. Так, поехали. Может быть, кому-то понравятся оттенки, вы посмотрите по номерочкам. Это для маленьких уточек я взяла, и просто чтобы повязать и было. Так, а дальше у нас будет джинс. А дальше будет джинс. Я уже упоминала, что это набор. Я не заказывала поштучно. Это идет набор из 2 мотков. То есть 5 оттенков. Мне проще было заказать так, чем выбирать. Я выбрала для себя красивую палитру и просто заказала по упаковке несколько цветов. Здесь такие красивые нежные оттенки. Я постараюсь вот здесь вот написать номера, чтобы вы могли определиться, какой вам нравится, и для будущего попробовать заказать. Так вот, чтобы поместилось, здесь будет номерочки. Вот. Это 5 оттенков первый. Давайте посмотрим дальше. А дальше один из любимых моих оттенков, это такой лавандовый и приближенно к темно-фиолетовому. От светлого к темному. Тоже очень красивые цвета. Вот. Чтобы вы могли посмотреть. Дальше не менее сочный тоже оттенок, очень красивый. Смотрится беленький и от светлого к темному идет. Классно. И один из последних, это каштаново-коричневый, светлый, какао. В общем, все оттенки коричневого оттенка Yarn Jeans палитра для мишек, для олененка я хочу повязать, и мой любимый 0,7 для собачек. В общем, теперь осталось все это связать и красиво оформить все в игрушках. Вот. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий видеоблог. Всем говорю пока и до понедельника.